Всем привет! Сегодня тема, девочки, очень приятная, такая совсем женская-женская, потому что речь пойдет о парфюме, о моем летнем парфюме. Да, я очень редко снимаю такие видео, может быть, 2 или 3 раза за всю историю существования моего канала такие видео были. Вот, но, тем не менее, спрашиваете, и решила вот рассказать вам. И сразу хочу предупредить, дорогие мои, что это мой личный парфюм. Ничего из того, что я вам сегодня покажу и о чем расскажу, даже не было прислано на обзор. Вот, поэтому, если интересно, оставайтесь. Ну, а я приступаю. У меня на самом деле не так много парфюма. Я, в принципе, никогда не была парфюмоманьяком и не понимаю, как можно иметь 100 бутылочек вот разных духов и туалетной воды. У меня, в принципе, я вот насчитала всего 6 ароматов, и 3 из которых явно летние, которые я предпочитаю использовать летом. Сегодня вот как раз о них речи пойдет. Значит, смотрите, я почему не люблю вообще обзоры на духи, на туалетную воду. Я не тот человек, я не специалист, чтобы вот взять, единожды как-то вот вдохнуть аромат и прямо тут же выложить вам видение этого аромата, прям с его нотами, с еще с чем-то там, с ассоциациями. Нет, мне надо с ароматом срастись. И поэтому все ароматы, которые у меня есть, и зимние, и вот летние, они у меня уже много лет. Много лет. Это даже не 2 и не 3 раза купленные мной ароматы. Я с ними уже прожила определенный период своей жизни, поэтому могу поделиться своими впечатлениями с вами. И первый аромат, девочки, этот аромат, он у меня уже в моей коллекции 10 лет. Да, я вот как раз, может быть, и решила приурочить, так сказать, именно летом 2013 года я впервые с ним познакомилась. Чуть позже объясню, при каких условиях, при какой ситуации. И это Байредо, африканский бал. Я сразу прошу прощения за коробочку, она у меня уже такая заюзанная, вот, поэтому я буду показывать сам флакончик. Ну, ничего такого, знаете, как-то особенно помпезного здесь нет. Это такой шведский минимализм во флаконе присутствует, ну, потому что бренд шведский вообще считается, Байредо. И при этом все-таки настолько все продумано. Здесь вот этот колпачок на магните, вот везде выгравировано, значит, буковки вот этого бренда. Ну, то есть, вроде бы ничего особенного, но при этом очень стильно и шикарно. Когда держишь его в руке, уже получаешь удовольствие. Сам аромат был создан в 2009 году. И музой для создания вот этого аромата послужила такая танцовщица африканского происхождения Жозефина Бейкер, которая была известна в 20-х годах во Франции. Вообще в то время вся Франция была неистово вообще погружена во всю эту африканскую историю, культуру. И создатель вот этого аромата, он, создавая его, предполагал, что он будет источать такой же аромат, как аромат от разгоряченного тела темнокожей танцовщицы. Вы представляете, насколько вообще все вот... Не знаю, я не знаю, как пахнет тело разгоряченное темнокожей танцовщицы. Для меня этот аромат, так сказать, я его вижу немножко по-другому. Так, по самому аромату, девочки, я не буду вам расписывать вот эти всякие ноты, что туда входит. Это вы все совершенно спокойно найдете в открытом доступе в интернете. Да? Я вам поделюсь именно своим восприятием и своим ощущением вот этого волшебного, я считаю, просто аромата. Это... Девочки, ну это аромат-праздник, конечно, праздник. Причем такой, знаете, шикарный праздник, праздник души. Неторопливый, спокойный, но при этом шикарный. По поводу раскрытия аромата, сначала я однозначно чувствую что-то цитрусовое, причем цитрусовое спокойное, не такой, знаете, какой-то апельсин, ярко выраженный мандарин. Нет, это может быть лимон, может быть лайм. Бергамот ощущается. Потом, когда аромат немножко уже усаживается, проступает такая фиалка, немножко пудровая. И самый заключительный аккорд, вот он шикарен, девочки. Там и мускус, там и ветивер, мой любимый. Ветивер — это что? Это индийская такая травка, которая имеет, ну, такой спектр огромный вот ароматов. Она в себя включает эфирное масло вот именно этого ветивера.
Оно же еще называется масло спокойствия, да. Так вот, там каждый может для себя найти что-то родственное своей душе. Понимаете, ветивер, он чем? Он как хамелеон, он может и цитрусом дать, и может выдать вплоть до аромата опавшей листвы, понимаете, вот. Ну, в общем, такой нежный аромат с кислинкой, и, конечно же, это праздник. Смотрите, это в моем представлении он меня погружает, знаете, куда-то в атмосферу с тропическими запахами фруктов, растений. Это, возможно, дуновение ветерка вот с моря или с океана. Ведь как я вышла вообще на этот аромат? Впервые в 2013 году я его купила в Duty Free, когда мы с мужем летели отдыхать, девочки, на Мальдивы. И я считаю, что это таких два, ну, не побоюсь слова, грандиозных события в моей жизни, и они так как-то вот удачно друг на друга легли. И теперь, вот, когда я использую вот африканский бал, я однозначно погружаюсь в ту реальность, в ту атмосферу. Это океан, это просто какое-то невероятное бомбическое небо над головой с такими звездами, знаете, как в планетарии. Это влажность, это тепло, это комфорт, это спокойствие, и это обязательно какой-то экзотический коктейль, и, значит, и, конечно же, музыка. Музыка спокойная, но очень благородная, типа, может быть, соул, блюз, джаз. И полное умиротворение. При этом этот аромат придает мне уверенность в себе, как в женщине, понимаете? Он позволяет мне ощущать себя сексуальной, такой, знаете, ну, не могу сказать, что раскрепощенной, но уверенной в своей вообще неотразимости, понимаете? Вот, и при этом, конечно же, праздник. Праздник, причем такой, ну, в общем, совершенно потрясающий аромат. Вот. Попыталась я вам как-то объяснить свое видение его. Так что, девочки, если хотите почувствовать себя уверенно, почувствовать себя раскрепощенной, желанной, ну, в общем, супер красоткой, присмотритесь к этому аромату. К сожалению, конечно же, он очень дорогой сейчас. Единственное, что, да, это большой минус. И еще не факт, что купите нормальный даже за несколько десятков тысяч, к сожалению. Я раньше покупала его всегда за границей, либо в Duty Free, пару раз покупала в Латуале, и пару раз я напоролась на подделку. Вот я вам хочу сказать, когда он еще стоил 7 или 8 тысяч в Латуале. Да. Потому что этот аромат вообще шлейфовый. И когда пишут, что он не имеет шлейфа, девочки, значит, это подделка. Потому что вот дважды, когда я покупала именно в Латуале, да, у него не было шлейфа, и он был какой-то очень малостойкий. Настоящий Байредо, африканский вот, бал, он держится до 5 часов на моей коже, а кожа у меня, в принципе, холодная. И на одежде держится, ну, не побоюсь, 8-10 часов точно. Вот, поэтому, да, но аромат сказочный. Так, и второй аромат, тоже не менее любимый, но он немножко для другого настроения, вообще для другой ситуации. Это Jo Malone, девочки, Wood, Sage and Sea Salt. Это такой аромат уже, скажем, более сдержанный. Он не кричит о себе, он шепчет. Он сидит близко к коже, абсолютно не дает никакого шлейфа, но при этом он очень уютный, он для меня лично очень родной, и я объясню почему. Значит, здесь тоже лето, тоже море, но только уже не тропики, не тропическая какая-то картинка рисуется, а это может быть скорее Северное море. И для меня это прежде всего идет ассоциация с моим любимым побережьем Финского залива, потому что я выросла фактически на нем, каждое лето я проводила там. И для меня это является местом силы. Знаете, у каждого есть свое какое-то место силы. Так вот, для меня Финский залив – это место моей силы. И вдыхая вот этот аромат, я чувствую, понимаете, запах этой воды, запах ветра с Финского залива, запах гальки, понимаете, вот просто какой-то невероятный,
невероятный запах какой-то свободы, какого-то пространства вообще неограниченного, понимаете? И при этом спокойствие и умиротворение. То есть это уже не такой прям праздник-праздник. Это, скажем так, более интимный запах. Это я его ношу, когда у меня какое-то такое настроение, знаете, когда я склонна к самосозерцанию, например, он придает мне сил. Понимаете, я чувствую себя защищенной. Действительно чувствуется запах моря. Вот для меня я прям чувствую, как будто бы я переношусь именно на берег Финского залива. И вы знаете, у нас на побережье очень много ресторанчиков сейчас, и я прям чувствую, как я сижу на какой-то террасе с видом на Финский залив и пью, возможно, какой-то очень ароматный вкусный чай. И уже вечереет, и уже немножко становится прохладно, но при этом невероятно спокойно. Вот такой запах. Держится он, девочки, не могу сказать, что прям очень долго, может быть, часа 3, максимум 4 он держится на мне, а на одежде чуть подольше, может быть, часов 5-6. И, как уже сказала, шлейфа не оставляет. Так, и еще один аромат у меня остался, девочки, это Escada Celebrate Life. Если почитать отзывы, вернее, как описание этого аромата на таком сайте, как Франгратика, то там написано, что это такой чувственный, нежный, молодежный аромат. Слушайте, вообще изначально, да, я его когда-то покупала впервые, может быть, года 3 назад для дочери, но он ей не зашел почему-то. А вот мне как раз, понимаете, почему-то настолько он понравился, что я прям теперь его летом использую практически каждый день. Потому что, сейчас объясню. Значит, смотрите, это такая цветочно-фруктовая композиция, там начинается где-то с груши, апельсина, возможно, да, как-то так. И заканчивается все, для меня лично заканчивается все ванилью, такой отчетливой ванилью. Такой какой-то он прям настолько нежный, какой-то такой вкусный, такой прям искристый, такой радостный аромат, что и настроение повышается, вы понимаете? То есть это тоже праздник, это прям праздник каждый день. Это поднимает настроение мне за 5 минут. Стоит мне нанести немножко этого аромата, и все. Я точно, понимаете, как-то из минора перехожу в мажор однозначно, и хочется как-то что-то делать, веселиться и жить. И, естественно, он у меня ассоциируется, конечно, только с летом, потому что я считаю, что летом он раскрывается как-то, он более уместно выглядит именно летом. Он очень стойкий, девочки. Несмотря вообще на то, что вроде бы как это средняя ценовая категория, это не селектив, это обычный аромат. Кстати, Германия, бренд Escada, да, вы знаете. И несмотря на эту такую, скажем, очень, очень демократичную, спокойную упаковочку, флакончик, ничего примечательного, но аромат бомбический. Именно Celebrate Life, именно эта версия. Потому что там есть еще, по-моему, Escada Celebrate Now или что-то такое, но это уже другая история, мне она не понравилась. Вот это то, что надо. То есть, если вы грустите, девочки, если вы находитесь в каком-то подавленном состоянии, и что-то у вас в жизни не клеится, а хочется радоваться этой самой жизни, попробуйте, приобретите себе, хотя бы пробнички, может быть, если есть возможность. Опять же, я говорю, сейчас, я не знаю, сколько он стоит. Последний раз я его покупала чуть ли не за 5000, по-моему, хотя изначально я его когда-то первый раз купила за 1500. То есть вы понимаете разницу, насколько все выросло. Но можно купить, наверное, пробнички попробовать. Так что очень съедобный, очень вкусный, очень лучистый такой аромат, и поднимает настроение, и хочется жить, и хочется наслаждаться жизнью. Друзья мои, познакомила я вас со своими любимыми летними ароматами, пьянящими, свободы запах, пространства, праздника, лучистости какой-то, понимаете, летнего настроения. Все 3 аромата шикарные, я их все 3 обожаю, они у меня уже, как я уже сказала, давно.
Так что, надеюсь, видео вам понравилось. Для кого-то, может быть, оно и полезным окажется. Делитесь и вы своими любимыми ароматами, описывайте их и обязательно укажите, почему, чем именно они вам близки. Я думаю, нам всем будет интересно. Возможно, кто-то из нас откроет для себя какой-то новый аромат. Все, сегодня я с вами прощаюсь. Правда, ненадолго. До скорых встреч. Пока-пока.